Добрый день, зрители и подписчики моего канала. Сегодня хочу поговорить вот о таком изделии. Это чехол для зажигалки Zippo. Вот, не надо все прыгать. Изделие, в общем, в принципе, готово уже. Но, скажем так, немножко осветить процесс его изготовления. Вот. Кот не может без того, чтобы ему поприсутствовать. Мальчик молодой, активный. Пока чехол еще не разработался. Это первый раз была такая зажигалочка Zippo. Причем это ее оригинальная расцветка, такое подушатного состояния. Если заметите, она даже с наклейками. Вот. Собственно, вот сам чехольчик. Кнопки использованы Big Accessories. И на этом я немножко остановлюсь подробно. Вот, вчера в ВК, например, человек задал вопрос. У меня, говорит, кнопки остаются в насадке. Ну, я ему, конечно, как смог, постарался ответить, но вот хотелось бы на этой теме поговорить поподробнее. Вот китайская насадка для установки кнопки альфа. Именно вот этой части. Что же хотел сказать? Помощник прям разгулялся. Значит, вот этой вот части. Но у человека там кнопки Strong обозначения. Это, насколько я помню, у Newstar и еще у ряда производителей это обозначаются кнопки, скажем так, увеличенного размера. Здесь стоит вот так использованная фурнитура Big Accessories. Я вот тут, скажем так, пользуясь случаем, набрал вот таких всяких разных на производстве знакомых. Там годами копится уже фурнитура. Вот. И, собственно, вот там стоит вот такая вот шляпка плоская. Так как в родную насадку она не встает, то можно было использовать вот такую. А если вы видите надпись Strong и удивляетесь, что у вас не влазит кнопка, то вам надо, ну, скажем так, подбирать насадки, потому что для Strong идут свои, но либо можно использовать на размер больше. Это так вот такое отступление. Возвращаясь к чехлу. Беру все, чтобы не потерялось. Да, кстати, была вот идея поставить вот такую вот верхнюю часть. Я иногда ставил, но немножко не рассчитал, что здесь все-таки толщина будет больше. И поэтому надо ее... Ну, оставлю на следующий раз. Значит, смотрите. В качестве выкройки использовал вот такую вот часто встречающуюся в сети выкройку под теснение Шеридан. Вот, если кому-то интересно, могу оставить ссылку внизу. 3 детали, по сути дела. Но вот если деталь самого кармашка, она сделана в один слой, то вот эти 2 детали, это задник и клапан, склеивал с 2 слоев. Разметку делал шилом, но за основу брал шаг пробойника 5 мм, то есть
разметил отверстие. Единственное, что мне вот потом уже подумалось, можно было попробовать 4 сделать. Поэтому здесь вот, чтобы отверстие было поплотнее. То есть использовал вот обычное шило для вырезания. Использовал такие вот макетные ножи. Ну и вот, в принципе, свой нож. Как раз вот остались обрезки кожи. Это кожа растительного дубления артикул Атлас, купленная в Тавро, вроде как Турция. И для сшивания использовались нитки Галасос 0,55 миллиметра, круглые, крученые. Вот, собственно, что можно сказать. И вот из сегодняшних, скажем так, поступлений, это вот такая вот пряжечка ременная, недорогая. И, может, кому интересно будет, я послушался опыта Сержа Никитина и решил взять на пробу вот таких вот пробойников. Обычный круглый пробойник, 5 миллиметров. Заточу край получше и смотрю, как он работает. И, собственно говоря, наверное, буду делать как, скажем так, подарок тем, кто покупает ремень. О заточке пробойника я сниму отдельное видео чуть позже. Ну, наверное, вот на этом все. И вот иногда мне на фотографиях мелькает сейчас вот такой вот инструмент. Это держатель для наждачной бумаги, тоже купленный в Китае. Очень удобно им на самом деле отрабатывать края. Прям не могу, вот она там лежит на куче. Вот это тот наглое рыльце. Постоянно мешается, постоянно помогает в работе, чем только может. Вот, ну, на этом все. Спасибо за просмотр. До свидания.